у аппарата. Здравствуйте, товарищ Антон. Прошу простить, что отвлекаю в выходной, но я звоню по делу. Судя по всему, по очень важному делу. Как вы узнали? Догадался. Приятно иметь дело с понимающими людьми. Итак, я слышал, вы многое можете сделать. Поэтому я хотел бы, чтобы вы сделали для меня не просто орудие, а символ. Символ классовой борьбы мирового пролетариата с капитализмом. Это мы можем. Главное, четкое ТЗ. И, кстати, на кого оформлять заказ? Скажем так, я призрак, бродящий по Европе. Ни слова больше. Нам есть что вам предложить, товарищ. Приветствую, комрады! С вами Кузница Веланда, и меня зовут Антон. Сегодня нашей артели поставлена задача перевыполнить план и сделать не одно орудие, а два. А именно символ труда крестьян и рабочих – серп и молот. И поскольку партия велит нам учиться, учиться и еще раз учиться, то начнем мы с краткой методички. После Великой Октябрьской социалистической революции Советская Республика не имела собственных официальных символов. 24 января 1918 года секретарь Совнаркома поднял вопрос о необходимости создания новой государственной символики. Эмблема серп и молот была установлена правительственным решением в конце марта, начале апреля 1918 года и утверждена Пятым съездом Советов 10 июля 1918 года. Впервые изображена на государственной печати Совнаркома РСФСР 26 июля 1918 года. Серп и молот вошли в первый государственный герб Союза Советских Социалистических Республик, утвержденный Центральным исполнительным комитетом СССР 6 июля 1923 года. Молодое государство рабочих и крестьян отчаянно нуждалось в собственных, новых по значению и внешнему виду символах. Рисунки должны были подчеркивать, что власть теперь принадлежит трудовому народу, и что символика новой власти – это именно народная символика. Эмблема должна была быть настолько говорящей, чтобы каждый неграмотный крестьянин, видя ее, понимал – это его страна, это его земля и его власть. Вначале на революционных знаменах и плакатах рисовали плуг и молот, или плуг, молот и наковальню. Серп тоже добавляли, но отдельно от молота и вместе с кучей других орудий и инструментов. Рисунки получались не очень читающимися, перегруженными. И вот, апрель 18 года, бурная подготовка к Первомаю, и художнику Замоскворецкого театра Совета рабочих и крестьянских депутатов Евгению Ивановичу Камзолкину приходит в голову идея именно скрещенного расположения серпа и молота. Простой рисунок углем на кумаче оказывается настолько внятным и наполненным такой силой и убедительностью, что его немедленно отправляют в Моссовет. И символ становится самым узнаваемым знаком страны Советов, вместе с красной звездой. Серп и молот в советском гербе очень интересно читаются геральдически. И законы геральдики именно в этих скрещенных предметах полностью соблюдены. Мы видим в начале серп, потом молот и читаем также серп и молот, но по старшинству молот первичен, потому что лежит снизу, то есть отрисован как знак первым. Почему так? Потому что молот исторически старше серпа. Первый молот – это еще первый каменный топор. Выглядит как молоток, и дерево им не столько рубится, сколько дробится и мнется. Потом топор обретает острие, потом становится бронзовым и уже отлично щипит дерево. Но все еще не очень рубит. И в бронзовую же эпоху появляется первый выраженный молоток. Вначале опять-таки из камня и уже потом из бронзы.
Потому что бронзу уже нужно ковать, что логично, молотком. А вот серп намного более позднее изделие. Появляется оно только в эпоху средней бронзы в регионах, где начинает развиваться земледелие. Ибо до того момента, когда у человека появляются осознанно засеянные злаками поля, серп просто не нужен. В собирательстве достаточно ножа. Но именно с развитием земледелия и хлеборобства в частности, серп становится одним из основных символов плодородия, жизни, еды, того, от чего зависит жизнь. А молот, как кузнечный, так и строительный, имеет семантику творения, созидания. Что главное в любом деле? Правильно, сплоченность и коллектив. Пионер Белка. Служу в кузнице Веланде. Молодец. Итак, пионер Белка, на вас возлагается задача, как на представителя лучшей половины человечества, помочь в создании серпа, а молот я возьму на себя. Но сперва нужно определиться с материалом. А кто у нас занимается сбором материала? Правильно, пионеры. Поэтому, пионер Белка, кругом и искать материал. Есть искать материал. Никак нет, товарищ Белка. Мы выполняем важную... Что там? Важную общественную задачу. Важную общественную задачу. Поддерживаем в ролике уровень клюквы. Вот медведь, вот балалайка. Охраняем склад. Все по канону. Ну раз так, выдайте мне материал на серп и молот. Серп. Инструмент режущий. Масса габариты сложные. Нельзя, чтоб лопнул. 45-ка. Молот. Инструмент ударный. Требуется ударная резкость. В каком году победили? 45-м. 45-ка. О! Есть у меня как раз кусочек для белочки. А нет. Сначала документики. Условно в порядке. Спасибо, товарищ. Минуточку. У меня один вопрос. А откуда она их достала?
Товарищ Медведь, шутки кончились. Нужна бура. Что случилось-то? Новый сезон «Сумерек» отменили? Она попыталась варить кузнечной сваркой, схватила пакет с бурой, а там была не бура, а соль. На кой черт тебе соль в пакетиках? Я ей порог дверной посыпал, чтобы всякая нечисть к нам больше не лезла. И выходной нормально провести, спокойно. Угу. Я смотрю, тебе это очень помогло. Товарищ Медведь, отставить разговоры. Срочно 10 кубиков буры. Давай, Баян. Я есть. Держись, товарищ Белка, держись. Как думаешь, здесь важна точность? А то я никогда этого не делал. Нет, наверное, не думаю. Конечно же, здесь важна точность, это же укол в сердце. Давай ты. Нет, ты ее приволок, тебе ее колоть. Тогда считай до 3. Раз, 2, 3. Оно не варилось. Тебе еще многому предстоит научиться, Белка. Антон, я закончила. Отлично. Наша упаковка готова. Были некоторые сложности, а именно в том, что пластинка очень тонкая, и когда мы ее пытаемся согнуть в ребро, она всячески играет. Сейчас мне предстоит все это отконтуровать, заслесарить. Пошли в шлифовалку. Ну что ж, наш клинок остыл после закалки, и за кадром мы его отпустили. Сейчас настает время финишной обработки. Делать я ее буду с помощью липучек и болгарки.
Товарищ Андрей. Енот. Здравия желаю. Я вас слушаю, товарищ Антон. Секунду. А где звон молотка? Ты не заболел? В советской кузнице, товарищ Антон, в присутствии политрука говорить нужно четко, ясно и красиво. Понял. Тут задачка есть. Как чай допьете, сделаешь? Так точно, товарищ Антон. Ну, вот славненько. Слушай, Андрюх, может не мое дело, но, наверное, надо было ему сказать, что это не чай. Да почему он без кармана, блин? Да и... Упаковка нашего молотка остыла. По техническому заданию он должен быть прямоугольником с скошенным краем. И так как при прошивке у нас выперло бока, что логично, я планирую все это просто обрезать по форме. Отсечь все лишнее, так сказать. Ну что ж, настало время закалить голову нашего молотка. Как я это сделаю? Мы воспользуемся довольно старой и проверенной технологией, когда молоток нагревается целиком, а остужаются только ударные части. После чего у нас остается горячая серединка, которая произведет самоотпуск. Как поймать нужный момент? Остудив оба бойка, мы берем напильник и сдираем с каждого края окалину и следим за цветами побежалости. Я постараюсь поймать соломенный цвет на одной стороне и соломенный же на другой. После чего целиком опускаем изделие в воду. Таким образом фиксируем температуру на бойках, и к этому моменту тело уже достаточно сильно остынет, чтобы не закалиться. Таким образом мы получим твердые бойки и мягкую серединку. Профит!
Руководством поставлена задача сделать рукоятку для серпа. Делать будем строго по ГОСТу, а значит она будет всадной. Поскольку на нашем производстве нет токарного станка, то для создания формы мы применим знания по геометрии. Взяв за основу прямые, как линия, партии и углы, мы перенесем шаблон на поверхность заготовки. После чего вырежем четырехгранную форму, снесем углы, превратив ее в восьмигранник, и далее уже доработаем руками. Сверху рукояти мы разместим металлический стакан, дабы она не растрескалась при нагрузках, а хвостовик просто зафиксируем внутри с помощью эпоксидной смолы. Так что там, где не хватает инструментария, всегда поможет опыт и матчасть. Андрюх, ну что ты страдаешь по поводу этого металлического стакана? Прояви смекалку, у тебя же куча аутентичных советских напильников, возьми с него. Оно так проще и лучше. Товарищи, выражаем вам благодарность за просмотр данного аудиовизуального произведения.
В очередной раз напоминаем вам о необходимости подписываться на наш канал, ставить знаки одобрения под этим видео и делиться вашим мнением в комментариях. Выражаем огромную благодарность всем тем, кто поддерживает нас ресурсно. Хотим сообщить вам о наших грандиозных планах. На средства, поступающие на наши расчетные счета, мы планируем приобрести кузнечный пресс и ленточную пилу, которые позволят нам выполнить и перевыполнить план по производству новых видео и изделий для вас. Все подробности, как обычно, в описании к ролику. С вами была кузница Вёлунда. Ура, товарищи! Товарищ Антон, хочу выразить вам мою благодарность. Вы справились с поставленной задачей. Спасибо за оказанное доверие, товарищ. Кстати, уточняющий вопрос. Когда вы приедете за изделиями? А то поговаривают, что когда вы вернетесь, все станет хорошо, а нам канал нужно поднимать. Победа неизбежна, товарищ. Нужно только подождать. Накрылся выходной.